Всем привет! Добро пожаловать на 210-ю встречу Smart Talks, посвященную Microsoft Dynamics 365 Business Central. Меня зовут Антон Свистунов, я NAV-разработчик, и сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как разработка CI/CD на основе Azure DevOps для расширения Microsoft Dynamics 365 Business Central. Что такое CI/CD и зачем это нужно именно на вашем проекте? Вообще, в течение процесса разработки могут возникать некоторые ситуации, которые могут занимать много времени, много ресурсов и приводить к очень большому количеству ручных ошибок. Например, это версионность. То есть вы в разрезе разработки NAV вы можете никогда не понимать, когда вышла новая версия вашего продукта. По version листу объектов сложно понять, когда они последний раз изменялись, и с использованием комментариев, аннотаций очень сложно вообще понимать, в какой момент вы получаете новую версию продукта и в какой момент появилась какой-то баг, который нужно исправить. Также возникают сложности в постоянной валидации продукта. Качественное код-ревью может занимать хоть целый рабочий день, 8 часов. И опять же, даже опытный разработчик иногда может не заметить какую-то ошибку, которая потом может повлечь к проблемам системы. Поэтому этот процесс тоже можно автоматизировать. Также отсутствие тестового окружения для тестирования модификаций, которое будет актуально, иметь самые актуальные данные и самые актуальные модификации, а также иметь данные, про какие именно модификации были опубликованы на эту базу. Ну и опять же, очень много ручной работы, которая может встретиться на таких проектах. Это ручные релизы, мерджи, переносы различных файлов, синхронизации и так далее. Чтобы этого избежать, есть такой подход, который называется CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Как вы тут видите на экране, в процессе разработки бывают некоторые итеративные моменты, когда происходит несколько последовательных итераций каких-то шагов разработки. То есть, например, когда мы пишем код, мы его компилируем и мы его тестируем. Во время тестировки мы можем найти какие-то ошибки, которые должны будут снова исправлены. Это тоже должно повлечь снова перекомпиляцию проекта и опять отправку на тестирование. После тестирования может возникать момент, когда нужно постоянно перепубликовать приложение, и это тоже нужно было бы автоматизировать. Автоматизировать мы сегодня будем с помощью платформы Azure DevOps. Azure DevOps – это комплексное решение от компании Microsoft для ведения проектов разработки. Решение покрывает абсолютно все этапы процесса разработки, от планирования до поставки готового продукта непосредственно клиенту. Azure DevOps включает в себе несколько сервисов, которые могут использоваться как вместе, так и по отдельности. Это такие сервисы, как Azure Boards для планирования, для задач и так далее. Azure Repos – это реализация Git-репозиториев. Azure Pipelines – это главный герой сегодняшнего доклада. Это система для CI/CD, которая позволяет автоматизировать процессы разработки, в том числе интеграцию и поставку, delivery. Также Azure Test Plans помогает организовать ручное и автоматическое тестирование модификаций, и Azure Artifacts выступает как единый сервис для получения каких-то скомпилированных уже файлов, объектов. Он объединяет в себе очень много пакетных менеджеров, таких как Nugget, Maven, NPM и так далее. Также с помощью этого сервиса можно шерить артефакты между проектами одной организации. В общем, по предыдущему слайду, как эти сервисы работают вместе. Разработчик получает задачу на Azure Boards, в какой-то IDE, в данном примере это Visual Studio, он делает свою модификацию. После этого он коммитит свою модификацию в свою ветку и пушит репозиторий на Azure Repos.
С помощью Azure Test Plans производятся необходимые тесты, с помощью Azure Pipelines проходит CI/CD процесс, то есть приложение компилируется, и если надо, оно публикуется. Вот в данном случае это Azure Web Apps, но в случае, естественно, Nav и BC это будет непосредственно уже какой-то инстанс системы. Структура проекта в Azure DevOps. Организация имеет несколько проектов, каждый проект имеет какое-то количество репозиториев. На этом уровне, на уровне организации можем создавать различного рода интеграции между проектами и между репозиториями, делать различные черепики и организовывать комплексные билды. И, наконец-то, к Azure Pipelines, главному герою сегодняшнего доклада. Azure Pipelines — это облачный сервис, который позволяет автоматически собирать, тестировать и деплоить ваши решения. Он абсолютно generic, он применим к любой платформе, и в том числе мы рассмотрим, как его применять для NAV и BC. Сначала про некоторые ключевые концепции, про которые сегодня будет идти речь. Эти концепции вообще формируют базу знаний, которые нужно знать для того, чтобы пользоваться сервисом Azure Pipelines. Первый — это триггер. Триггер — это некое событие, которое влечет за собой запуск пайплайна, конвейера разработки. Да. Пайплайн — это некоторый набор стейджей, который делает что-то над программным продуктом. Stage — это способ организации джобов. Вот job — это конкретная задача, которая выполняется на конкретном агенте. Агент — это некая виртуальная машина. Агенты бывают как облачные, непосредственно от Azure, и self-hosted, которые непосредственно подключаются самим пользователям. Это может быть как облачная машина, над которой у пользователя есть полный доступ, так и какая-то машина на земле, какой-то сервис, у которого есть доступ в интернет. На него должно быть установлено специальное программное обеспечение. Azure DevOps сам регулирует билды, сам строит очереди. Единственное, что необходимо, это нужно создать пул, так называемый, с которого Azure DevOps сможет брать виртуальные машины для того, чтобы собирать проекты. Шаг. Джобы состоят из шагов. Шаг — это атомарный строительный кирпичик вообще пайплайна. Это может быть или скрипт, то есть это может быть или PowerShell скрипт, или Bash скрипт, или это может быть присобранный таск, задание, которые уже есть предопределенные в платформе Azure DevOps. И артефакт — это то, что мы получаем в результате нашего билда. В общем, процесс выглядит следующим. Тут мы видим, что триггер запускает работу пайплайна, последовательно выполняются стейджи. В каждой стейдже могут выполняться джобы могут выполняться параллельно, могут зависеть друг от друга, и каждый джоб одновременно выполняется на одном агенте. Джоб состоит из шагов. Шаги могут выполнять различные функции, они могут как выполнять какие-то скрипты, так выполнять какую-то компиляцию, могут публиковать какие-то артефакты и, естественно, деплоить или загружать проект на какой-то внешний ресурс. Внешнее окно разработки для пайплайна выглядит так. Пайплайны пишутся на языке YAML. YAML — это язык сериализации, более близок к нему JSON, только не по синтаксису. Все объекты, типы очень похожие. Для Azure DevOps был разработана своя схема для языка YAML, которая позволяет писать скрипты непосредственно для Azure DevOps. Как видите, справа есть уже предопределенные задания, которые можно просто добавить. Они будут добавлены как куски кода, и с параметрами их можно конфигурировать под собственные нужды. Ты говоришь, ты покажешь? Нет. Вот.
Темплейты — это функционал, который позволяет определять некие куски кода, которые могут быть использованы повторно. Зачастую бывает, что в одном проекте может быть несколько репозиториев, несколько продуктов, и они могут иметь практически идентичные куски кода, а хранить полностью YAML-файл со всеми необходимыми шагами и джобами — это достаточно сложно поддерживать, и это достаточно занимает, опять же, влияет на maintenance и readability вашего кода. В общем, так они выглядят. Темплейты могут быть как скриптами, а так могут просто хранить какие-то переменные. Также Azure DevOps добавляет в язык YAML управляющие структуры, то есть это условный оператор, это оператор цикла. С помощью них можно непосредственно в рантайме конструировать и изменять YAML-файлы под нужды в зависимости от каких-то параметров. Это делает их очень гибкими и очень универсальными. На данном примере можно увидеть, что темплейт принимает в параметр список шагов. Это будет использовано позже, но как видно, что имея этот список шагов, он делает какой-то препроцессинг, выполняет эти шаги и делает постпроцессинг. Это очень полезно для того, чтобы сделать так называемый basement template, который позволяет именно сконфигурировать environment для того, чтобы потом на нем собирать решения. И сохранение extension BusinessTile в Azure Repos. Здесь пример, на который мы будем смотреть, это ETV Performance Profiler. Здесь видите, что здесь просто extension, написанный на языке AL. Единственное правило при этом, мы не должны хранить то, что нам не нужно при билде. То есть то, что мы можем получить в результате билда, мы можем проигнорить. То есть в git-ignore в основном точно мы должны не класть AL packages в репозитории. Мы должны игнорировать VS Code, то есть launch.json и остальные файлы, которые определяют непосредственно окружение Visual Studio Code. Не нужно хранить app-файл скомпилированного экстеншена. Не нужно хранить компилированные зависимости, которые хранятся в репозитории как исходники. То есть если оно хранится как исходники, мы можем это получить во время билда и хранить уже непосредственно скомпилированные куски .NET кода, кода JavaScript и так далее. Хранить не надо. .NET Packages можно хранить, если их немного. Если их много, их все-таки лучше выносить в отдельные артефакты и подгружать непосредственно при билде. И app.json. Если app.json абсолютно тривиален, лучше от него избавиться. Но если он хранит в себе какие-то зависимости, какие-то особенности платформы, например, как Target, on-prem или какая-то особая версия рантайма, на которой оно работает, лучше оставить его в репозитории и менять уже непосредственно при билде, а не создавать новый. В общем, если говорить интуитивно, что мы хотим сейчас сделать с этим экстеншеном, мы хотим его собрать. Для этого мы можем сказать, что нам нужно создать докер-контейнер, нам нужно каким-то образом изменить метаданные, то есть app.json нашего проекта. Нам нужно непосредственно скомпилировать экстеншен, нам нужно сохранить app-файл и удалить в конце докер-контейнер, поскольку он нам не нужен. Вот. Но в итоге в разрезе Azure Pipelines build flow будет немножко сложнее, поскольку мы можем получать виртуальную машину с пула, мы можем получать ее как нашу self-hosted виртуальную машину. В первую очередь нам нужно туда загрузить все dependency. Также нам нужно проверить, чтобы необходимые тулзы были установлены. Например, в нашем случае должен быть now container helper. Потом нам надо непосредственно скачать необходимый нам репозиторий, сделать чекаут на нужной ветке, которую мы хотим сбилдить. Потом нам нужно создать докер-контейнер. И потом все шаги идентичны, как в предыдущем слайде, только нам необходимо не сохранить app-файл, а нам нужно его опубликовать. То есть в разрезе
Azure Pipelines — это называется опубликовать артефакт, выдать результат работы. А как видите, зеленым показаны шаги, которые стопудово будут использоваться вообще в всех пайплайнах. А вот те, которые показаны синим, это уже касаемо конкретного пайплайна, конкретного солюшена. То есть если у нас extension требует какие-то дополнительные шаги при билде, мы можем их добавить. Но то, что зеленое, остается всегда одинаковое. Это значит, что нам необходимо сделать такое решение, где мы не будем повторяться, а у нас будет один темплейт для вот того, что зеленое, и отдельная функция для того, что синее. Вот. Опять же, как организовывать зависимости, организовывать environment. Вообще хорошим подходом это есть использовать встроенный функционал групп переменных. Группы переменные позволяют определить какую-то определенную последовательность переменных с какими-то значениями и динамически их заменять при билде. Мы можем делать несколько идентичных по структуре групп переменных, но с разными значениями для того, чтобы описывать разные environment. Например, здесь показана группа переменных для бизнес-централа 14, но если мы ее клонируем и изменим значение, которое нам необходимо для того, чтобы сбилось решение на бизнес-централе 15, мы сможем динамически потом в рантайме подставлять необходимые переменные для того, чтобы, скажем так, менять environment для билда. Также важным функционалом является Secure Files. Это функционал, который позволяет хранить защищенные файлы, контролировать их доступ для конкретных билд-эджентов, пайплайнов и так далее. Они сохраняются и на них можно выдавать различные доступы и можно ограничивать к ним доступ, чтобы их можно было использовать только конкретный билд в конкретном агенте. Вот. В итоге нам необходимо создать библиотеку скриптов для того, чтобы мы могли ее использовать потом в других проектах. Что это нам даст? Это нам даст поддерживаемость, то есть мы имеем все скрипты в одном месте, если мы его изменили, мы изменили его во всех пайплайнах. Это гибкость, то есть если мы уже делаем как бы библиотеку, мы должны думать так, чтобы архитектурно сделать ее сделать все задачи настолько атомарными, чтобы из них можно было строить все, что угодно. Ну и опять же, так, чтобы можно было эту библиотеку расширять, добавлять новые функции, не меняя ее основной структуры. И как бы главная цель это, в данный момент это получить валидатор билдов. То есть, когда создается pull request, мы должны добавить условие, которое будет отвечать за то, что нам необходимо проверить наше решение перед тем, как добавлять его в мастер-ветку. Нам нужно сделать билд и проверить, будет ли он успешным, чем мы сейчас и займемся. Вот. Для этой задачи был создан проект Smarttalk CI/CD. В нем был создан репозиторий CI-Scripts, в котором будут храниться скрипты для CI/CD. Здесь есть папка CI. Скрипты разделены на две папочки YAML и PowerShell. В PowerShell мы держим скрипты непосредственно PowerShell-овские, которые нам нужны как обертки над Nav Container Helper. YAML — это темплейты, которые будут использоваться непосредственно на пайплайне. Мы говорим, что PowerShell могут использовать только вот эти вот темплейты, но те YAML-файлы, скрипты, которые будут вне этого репозитория, PowerShell-скрипты уже использовать не будут. Это нам позволит сделать так называемую инкапсуляцию PowerShell-скриптов для того, чтобы их было легче мейнтейнить и легче разносить изменения на все остальные пайплайны. Здесь, если вы посмотрите, есть скрипты, которые по факту отвечают тем шагам, которые были показаны на диаграмме в презентации. То есть здесь есть скрипт, который позволяет нам создать environment, позволяет нам его убрать, изменяет метаданные, то есть app.json, проверяет, установлен ли Nav Container Helper и непосредственно компилирует extension. Если посмотреть, это в принципе обертки над Nav Container Helper, но что нам необходимо? Нам необходимо сузить
responsibility для того, чтобы мы могли передавать ограниченный сет параметров, чтобы не усложнять использование этих функций. Есть параметры, которые нам не нужны, есть параметры, которые никогда не меняются. Поэтому мы их можем не дописывать, а сделать отдельный PowerShell скрипт, который будет просто легче и интуитивнее использовать. То есть здесь, в принципе, все просто. В таком же манере написаны все остальные скрипты. Например, update.json, который изменяет версию в зависимости от той версии, которую мы ему передадим. То есть мы будем контролировать версионность непосредственно через изменение файла up.json. В итоге нам эти скрипты нужно запаблишить как артефакт. Для этого используется простенький пайплайн, который все, что он делает, он копирует папочку CI в директорию с артефактами и публикует этот артефакт. Потом по номеру этого артефакта мы можем его получать и использовать в дальнейших скриптах. Дальше мы можем перейти в репозиторий с профайлером и можем поставить непосредственно на файл, который был создан для того, чтобы собирать этот проект. Сверху видите секцию Resources. Resources позволяет сделать чекаут на какой-то ресурс или, в данном случае, на какой-то репозиторий. Мы получаем репозиторий CI Scripts для того, чтобы мы могли потом с этого репозитория запустить пайплайн. Дальше мы объявляем переменные. В переменные можно объявлять парами ключ-значения, можно объявлять как группы. В данном случае, если вы помните, мы создали группу BC14. Эта группа переменных будет здесь использована. Дальше имя контейнера – это переменная, которая будет использоваться дальше. Это будет просто уникальное имя для контейнера на build-agent. Есть переменные окружения, такие как build, и там system, и так далее. Список их можно найти в документации, но конкретно это позволяет получить непосредственно глобальный ID билда, и для этого, чтобы мы получили уникальное имя контейнера. Вот. Дальше мы можем назвать билд, мы можем создать его версию, то есть там major minor version мы можем не менять, то есть она будет меняться уже вручную, а там относительно от даты и ревижена, то есть перезапуска скрипта мы можем задавать версию этого билда. Дальше секция триггер. В этой секции мы можем огласить непосредственно триггеры, можем триггерить конкретные бранчи, можем триггерить конкретные папки. Это бывает очень полезно, если в одном репозитории хранится несколько солюшенов, и нас интересует только, когда изменения происходят на конкретной ветке или в конкретной папке или в конкретном файле. Дальше мы оглашаем пул агентов, с которого будут браться билд-эдженты для того, чтобы собрать приложение. Поскольку это чисто CI-скрипт, использовать стейджи нам здесь смысла нету. Мы сразу говорим, что мы используем джобы. И у нас будет один джоб, он будет называться build. Мы можем задать ему display name для того, чтобы он красиво отображался, скажем, build extension project. И дальше мы оглашаем шаги, которые входят в этот джоб. Дальше мы запускаем темплейт, который мы сейчас рассмотрим более детально. Этот темплейт называется Create BC Environment. Он создает и уничтожает environment для сборки BC-проектов. Он принимает параметры такие, как Docker Image, то есть образ Docker, который берется, кстати, с переменных окружения. Он принимает имя файла лицензии. И он принимает параметр steps, который по факту является списком шагов, которые будут выполнены между препроцессингом и постпроцессингом, то есть между созданием и удалением окружения. Сюда мы передаем версию платформы, на которой мы хотим билдить. То есть, как вы видите здесь, на уровне репозитория все выглядит очень просто. И так и должно быть, поскольку такой скрипт очень легко перенести на другой проект с минимальными изменениями. Теперь мы рассмотрим детальнее вот это все-таки темплейт create.bcenvironment.yaml. Мы перейдем обратно в репозиторий CI Scripts.
и откроем файл этого темплейта. Как, в принципе, определить, что файл является темплейтом? Он обязательно должен иметь секцию parameters. Если файл имеет секцию parameters, то это непосредственно файл темплейта. В файле темплейта должны обязательно быть объявлены некоторые шаги, или джобы, или стейджи. Но просто так как бы мы не можем какие-то куски кода, темплейтов куда-то инжектить в какой-то скрипт. В общем, первым делом, как уже было на схеме, мы должны удостовериться, что мы имеем все необходимые инструменты для того, чтобы собрать наше решение. В первую очередь мы скачиваем секьюрный файл. Интересно, что вот эта задача происходит вообще перед всем процессом, и куда бы мы ее ни поставили, она будет выполняться в начале, до вообще выполнения всего. Дальше мы должны скачать артефакт, который непосредственно будет результатом вот этого пайплайна. То есть мы скачиваем вот этот репозиторий к нам в рабочую директорию на нашей виртуальной машине, для того, чтобы использовать дальше эти скрипты. Дальше мы обновляем nav container helper. Тоже есть отдельный скрипт, он просто проверяет последнюю версию. Если версия равна, пропускает, если версия старая, обновляет, а если версии нет, с Nugget качает последнюю версию nav container helper. Дальше нам необходимо создать контейнер Business Central. Мы используем нашу скрипт-обертку create nav container environment. Туда передаем все переменные. Этот таск называется PowerShell, как в принципе вот и предыдущий. Да? Он позволяет запускать PowerShell скрипты или из файла, или в инлайне. В инлайне удобно запускать какие-то вот очень простые куски кода. Если этот кусок кода больше, чем на 20 символов, лучше уже вынести его в отдельный скрипт и запускать его через task PowerShell. Вот. А дальше у нас идет этот интересный параметр, который идет как steps. То есть здесь Azure DevOps позволяет добавить какие-то шаги непосредственно в рантайме. То есть здесь мы те шаги, которые указаны в параметре steps, просто инжектим внутрь нашего flow, build flow нашего конвейера, build pipeline. Вот. После того, как мы все выполнили, мы говорим, что у нас в Artifacts Directory, это специальная директория, которая создается на билд-агенте, что у нас там лежат app-файлы, и мы можем вот эту вот всю директорию просто запаблишить как артефакт. Оно будет сформирован zip-архив, и потом мы его можем достать по результатам билда. В конце мы запускаем скрипт, который убирает контейнер. Для ажуровских агентов это, в принципе, не принципиально, потому что после каждого билда этот агент обнуляется. Но если у вас есть self-hosted агент, это может привести к тому, что у вас может просто закончиться память из-за того, что у вас одновременно запущено слишком много контейнеров. Кстати, интересный момент – это вот это свойство condition. Каждый task имеет свойство condition, в котором мы можем указать некоторое булевое выражение, которым можем описать условия, когда мы будем выполнять этот шаг. В данном случае мы будем выполнять этот шаг всегда, потому что на любом из вот этих вот этапов, особенно про которые мы еще не знаем, когда мы разрабатываем этот скрипт, мы можем получить ошибку. И тогда у нас останется просто мертвый контейнер в нашем билд-эдженте. Этого происходить не должно, поэтому мы должны всегда его убирать. Поэтому здесь condition стоит always. Также мы можем добавлять шаги в зависимости от каких-то параметров и так далее. И второй, тот темплейт, который был непосредственно передан внутри steps вот этого скрипта, это compile extension. Это скрипт, который выполняет атомарные действия, это просто собрать extension. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужен папка, на которой мы будем его собирать, и версия платформы. Там могут быть еще больше параметров, но для простоты я пока вынес только вот эти два. Первое – это у нас препроцессинг нашей метадаты нашего проекта. Что здесь делается? Здесь изменяется app.json. В принципе, все. Потом мы делаем такой debug step. Мы просто уводим
информацию о том, что установлено сейчас на наш инстанс, для того, чтобы просто понимать, на что мы пытаемся, на основе чего мы пытаемся скомпилировать наш экстеншн. Это очень полезно при дебаге. Как видите, здесь использован target type inline для PowerShell скрипта, и здесь как бы меньше 20 символов, поэтому можно. Вот. Дальше compile extension. Это скрипт непосредственно, который был в той папочке. Потом мы все файлы с output фолдера, которые мы вот тут указали, переносим в Artifact Staging Directory и переносим туда же файлы переводов, если они создавались. В итоге мы получаем, как результат билда, мы получаем следующее. Возьмем какой-то билд. Вот. В итоге мы получаем артефакт, который является по факту нашим собранным приложением, нашим app-файлом. Каждый билд логируется, и мы можем посмотреть по шагам, посмотреть, какие были ворнинги, посмотреть, что происходило. В данном случае вот это фиолетовое – это debug мод, то есть он выводит еще дополнительную информацию. Как видите, все шаги, как препросетинг, прогрузка символов, прогрузка скриптов, обновление, создание контейнера, обновление app.json файла, компиляция и так далее были выполнены. Выполнены успешно, артефакт запаблишен, все отлично. В случае, если у нас был неудачный билд, то нам нужно удостовериться, что в конечном итоге у нас наш environment будет уничтожен. В данном случае мы используем self-hosted environment. И вот как на примере вот этого неудачного билда можно увидеть, что после неудачного шага все шаги были пропущены, но вот remove business general container выполнился. Это очень важно и очень полезно. И в итоге, как бы, к чему все идет? К тому, чтобы мы могли валидировать какие-то изменения в нашем репозитории. Я создал два pull реквеста. Вот. Первый — это 0.1 рефакторинг. Это хороший pull request. Я там, в принципе, ничего не сделал, просто поменял ифы большими буквами на ифы маленькими. Оно все отлично скомпилировалось, и Azure DevOps говорит, что он пропускает этот билд. В случае со вторым я сделал ошибку, вероятно, поскольку какая-то библиотека .NET-овская у меня стояла на компьютере, я ее использовал, но в итоге на сервере она добавлена не была, и в итоге мы получили такую ошибку, что не получилось найти ни в одном с пробинг пассов эту сборку. И завершить билд мы не можем, пока у нас не выполнится эта проверка. Вот. Ну, в принципе, все. Вопросы, если у кого-то есть? Есть ли шаги какие-то дальше? То есть, например, мы подготовили app-файл, а можем ли мы теперь через API залить его на нужные нам базы? Да, естественно, для этого есть так называемые релиз-пайплайны. Они помогают собрать артефакты и выполнить, опять же, какой-то скрипт PowerShell-овский, который позволит опубликовать их на определенные сервера. То есть, да, то есть для этого нужно писать отдельный скрипт, но это, опять же, возможно. Для этого оно и все и сделано. То есть в данном контексте я показывал именно CI-процесс, а процесс именно релизов можно осветить в каком-то следующем Smart Talks. Все, тогда спасибо за внимание.